Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Очень рада вас видеть на своем канале. Живу я на Эгейском побережье, это находится в Турции. И сегодня хочу вам рассказать о ведении беременности. Свою беременность и свои роды полностью я проходила у себя на родине. А уже второго малыша, беременность и роды, я полностью проходила в Турции. Так что у меня есть чем сравнить. И своим опытом буду делиться сегодня с В Турции к беременным и кормящим мамочкам отношение совершенно волшебное, совершенно особенное. Я на своей родине такого, конечно, не ощущала. Впервые я почувствовала себя королевой, какой-то супер женщиной вселенной. Это в Турции. Здесь, возможно, это отношение сказывается с тем, что в Коране задолго до научной формулировки, научных каких-то доказательств было описан этот период от зачатия до рождения полностью, вкратце, со всеми подробностями. Если у вас есть возможность как-то с переводом почитать или послушать хорошего, грамотного человека, который разбирается в Коране, обязательно это сделайте. Либо, возможно, это отношение идет с детства, так как девочки здесь, они маленькие королевы, маленькие принцессы, к ним тоже здесь снисходительное и очень мягкое отношение. Если я тут с животом где-то ходила, например, в автобусе, без разговоров, без каких-либо сразу же, что женщина, что старики, что мужчины, обязательно подскакивали и давали мне место. Это даже вообще не обсуждается. Если кому-то приходишь в гости, тебе прям стараются все что угодно, какие-либо вкусняшки обязательно запихнуть в рот. Особенно если на базаре ты что-то выбираешь, что ты ходишь, клянусь вам, честное слово, прям каждый продавец прям вот бесплатно тебе сует что-то в рот, без преувеличений. Я рассказываю лично свой опыт. А в Беларуси я училась 6 лет, и мне пришлось тоже беременной там походить. Я Белоруссию очень люблю. Но, конечно, когда я ходила там с животом, мне не каждый уступал место в метро, и мы выходили с пары перекусывать, и, конечно же, тоже меня угощал не каждый. Это не упрек, конечно, ничего, я просто делюсь своим опытом и сравниваю ситуации. Также моя первая свекровь, честное слово, царство небесное ей, она, конечно, уже умерла, но она прям заглядывала ко мне в рот, чтобы я лишнего ничего не съела, когда я ходила беременная. А когда я родила малышку, она у меня была худенькая, 3 килограмма, даже 3 точно не было. Она, знаете, что мне сказала? В первый день, когда я родила, она подошла мне и говорит: да, вот я смотрю на внучку и думаю, оказывается, вот кто все ел и ел. Она имеет в виду, что я поправилась. В общем, девчонки, это опыт у меня был печальный. Ну, конечно, все зависит от человека, ситуации у всех бывают разные. А когда я ходила беременная здесь уже в Турции, здесь моя турецкая свекровь, она старалась меня накормить самыми вкусняшками. Все, что у них приходило вкусненькое, она не ела сама, она отдавала все мне. Это и постоянно мне посиди, постоянно отдохни. Нет, на моего внучка надо накормить, давай ешь, ешь. Так вот, немножко от темы отошла. Здесь ставят на учет после 4 месяцев, но никак не раньше. Почему именно с этого периода? Потому что здесь врачи боятся за угрозу выкидыша и такого рода проблем в поликлинике Саглык Оджак по месту жительства. И, конечно же, еще дополнительно вы уже встаете на учет к своему гинекологу. Я до начала родов стояла в гинекологии в государственной больнице. Как-то я больше все равно склоняюсь к государственной системе здравоохранения. Здесь я как-то, лично мое мнение, я как-то больше доверяю им.
У меня доктор-гинеколог тоже с государственной больницы. Мужчина, кстати, первого малыша я рожала, женщина у меня принимала роды, а вторая это уже мужчина. Девчульки, я вам скажу, выбирайте мужчину. Ручки как по маслу, я вам скажу. Ничего не чувствовал, что мне там делает, как он мне делает. Так, мужчины, отойдите, пожалуйста, от экрана. Сейчас будет женский разговор. В общем, какие-то там манипуляции проводил, зашивал. Я ничего не чувствовала, пока не приехала домой, не взяла зеркало, простите за подробности, и не была шокирована. А я, оказывается, ничего абсолютно не поняла. Такие волшебные ручки у гинеколога мужчины. После постановки на учет у меня на родине, например, начинается: иди туда, иди сюда, там обойди, тут обойди. Здесь такого, девчульки, нет. Здесь заботятся о психологическом состоянии беременной, которая во всю беременность, оно у нее ненормальная, расшатанная психика. Здесь об этом заботятся о ее физическом состоянии, чтобы она не бегала туда-сюда, а как можно больше отдыхала дома. Единственное, что здесь очень много делают УЗИ, ультрассион называется. Но я уже перевернула всю литературу, весь интернет в поиске ответа, вредно ли это для малыша, либо нет. Но врачей, профессоров, тому мнению, что УЗИ это не вредно для малыша, и там просто производится такой звук, и вот этот звук пугает малыша, и он начинает вертеться. Но хочу сказать по своему опыту, я что с первым, что со вторым малышом, честно говоря, с этим УЗИ, это сколько его сделала, это знает один Бог. Но, слава богу, у меня малыши все здоровые. Единственное, что здесь в начале они проверяют состояние сахара в крови. Дают какой-то вот такой сиропчик, и очень сильно сладкий, прям приторный. Это я говорю по рассказам других беременных, потому что я от этого теста отказалась, я его не делала. Но положение своего сахара я знаю, что у меня нет сахарного диабета, и при беременности он у меня не повышается, поэтому я отказалась от этого теста. Здесь делается прививка беременным в нос. Это прививка от бешенства. Почему здесь в Турции чуть ли, я не знаю, 80% девушек рожают кесарево. И это считается операцией, и врачи страхуют, чтобы заразиться тетанозом. Поэтому здесь всех беременных без исключения прививают. Кстати, в государственной больнице мужчина, доктор-гинеколог, сам лично не делает осмотр. Он только сидит, медсестры, санитарки, а в конце уже доктор сам все это выносит диагноз и делает какие-то пометки. А женщины-гинекологи, конечно же, там осматривают сами. Но мой доктор после 8-го месяца моей беременности почему-то решил свалить в частную клинику и поставил меня в такое положение, что мне пришлось идти за ним. И рожала я уже в частной клинике, но это я уже сниму вам в другом видео. В частной клинике он осмотры, какие-то процедуры, все делает уже сам. Отношения в госбольнице и в частной практически не отличается. Это абсолютно зависит от врача, к какому врачу вы попадете. Но мы живем в 21 веке, от врача вы можете как отказаться, так и просто его поменять. Мы даете у себя тоже в поликлинике семейный врач. Она каждый месяц будет брать кровь, будет следить за состоянием. Если она считает нужным, она может прописать. Если вы с ней не согласны, если у вас какие-то есть сомнения, вы можете обратиться с анализом крови, с этим к своему гинекологу. И уже он там вам скажет, чего не хватает, чего пропить и все такое. Всем без исключения практически беременным здесь дают пить железо. Но железо, я вам скажу, не знаю, как у вас, напишите мне в комментариях, но он создает страшный запор. Для беременных
комплекс или вид, там еще какое-то, в общем, название уже я точно не помню. Это все выдается тоже в поликлинике, абсолютно бесплатно. Государство выделяет для беременных. А знаете, что я делала, когда я перешла в частную клинику? Я все свои анализы до родов продолжала делать в государственной поликлинике абсолютно бесплатно по системе, конечно же, страховки, если у вас есть страховка. И все эти анализы я приносила своему доктору-гинекологу, который свалил в частную клинику, и мы с ним об этом договорились, потому что в частных клиниках сдавать кровь, и особенно этот анализ на ХГЧ, если я не ошибаюсь, поправьте меня, он сдается уже немножечко попозже, где-то, наверное, 5-6 месяц, если я не ошибаюсь, на выявление синдрома Дауна и всяких, в общем, лишних хромосом. У меня это другой тест в частной клинике, в государственной он проводится абсолютно бесплатно. И насколько я слышала и знаю, этот же тест в частной клинике отправляют в государственную, у нас здесь, по крайней мере, в Измире. Я потом стала ходить к женщине, пока я искала своего доктора. В общем, как раз подошло время сдавать на вот этот ХГЧ. Пришел ответ, она меня позвала. Я везде хожу со своим мужем. Первое, что я очень в этом вопросе бздушка, мне надо какую-нибудь моральную поддержку рядом. И рядом со мной ходил муж. Все вопросы, все мы решали с ним вместе. И, кстати, я вам тоже советую, как психолог, не советую, а рекомендую водить и ставить в курс дела вплоть до рождения своего мужа рядом. Так вот, садитесь, будем разговаривать. Мы сели. У вас, говорит, пришел такой анализ здесь, у вас будет ребенок Даун. Но села, так и сидела на месте. Она спросила у нас, делать, хотим ли мы делать аборт. При этом, что она даже не сделала УЗИ, не посмотрела вот этот шейный воротник, носовую перегородку. В общем, без этих всех анализов она нам сделала диагноз. Нас в государственную тоже клинику делать прокол плодного пузыря. А так как я знаю, была информирована, что прокол пузыря – это со 102% потом родится мертвый малыш, либо будет выкидыш. Я тоже эту процедуру испугалась за здоровье состояние моего малыша. Мы вышли с мужем, поговорили с ним. Он сказал, ничего делать не будем. Малыш наш, какой-никакой, прости господи, мы будем его воспитывать. И как-то тихо-тихо я уже не стала ходить к этой женщине, вообще не стала ходить никуда, только что сдавала кровь в поликлинике. Я очень расстроилась, у меня был эмоциональный, можно сказать, срыв, я переживала, но потом взяла себя в руки и как-то с этой мыслью уже свыкнулась. Потом проходит время, я уже нашла своего гинеколога, который свалил от меня в частную. Прихожу к нему, показываю эту бумажку с этими анализами. Он немного был шокирован, что мне так сказали, и сказал, из этих результатов делается приблизительный тест, но никак не диагноз в постановке вот этих вот хромосом по вашему возрасту. Возраст у меня был за 34, и он сказал, все, кто входит в группу за 34, этот тест будет показывать положительный. И там прям телевизор большой, огромный экран, и он мне все внимательно показывал, переносицу, шейный воротник, и сказал, что у вас все в норме, малыш здоровый и красивый. И вы знаете, я после чульки, прежде чем выслушать одного врача, если вы немного сомневаетесь, либо перед проколом и все такое, вы, конечно, сходите еще к другим врачам, послушайте их мнение и не парите сразу горячку. Поэтому, если бы я послушала эту женщину, пошла бы по ее советам, возможно, я бы своего малыша либо не увидела, либо, может, что-то бы ему навредилось, либо было бы все в порядке, но один Бог знает.
Совет перед беременностью, что с первым, что со вторым, до начала беременности где-то за год я хожу, проверяюсь у гинеколога своего, мы делаем план, что у меня не хватает, каких витаминов, если есть какие-то проблемы, мы их за этот год устраняем, пропиваем все, что нужно и не нужно, планируем беременность, а только потом беременеем. Если вы оба родов у меня прошли вполне достаточно нормально. Вам хочу сказать, что в Турции очень-очень распространено и даже хвалят со всех стран приезжают сюда, хвалят здесь ЭКО. ЭКО – это искусственное оплодотворение яйцеклетки, искусственное явление. Здесь женщины, если не могут забеременеть, они сразу идут на ЭКО. Очень одной девушкой, она говорит, когда приходишь делать ЭКО, тебя спрашивают 2-3, сколько малышей тебе подсадить. Ну, я, говорит, думаю, а что, говорит, потом еще 100 раз рожать? Уж сажайте, говорит, 2 сразу. И тюб бебек по-турецки. И здесь почему-то стараются об этом не говорить. Сами женщины, которые родили через этот метод, они почему-то скрывают, и как бы это неприлично. Но ЭКО рождаются двойняшки. И по моим наблюдениям, в последние годы, в последние много двойняшек-близнецов, деток. Но по этому поводу во всем мире, конечно, идет споров. Так до сих пор не пришли к тому, что это хорошо или это плохо делать ЭКО, и как потом впоследствии оно действует на генетику малыша. Почитайте, это, кстати, тоже очень интересно. Кстати, еще есть такой момент, такое поверье, что если беременная попьет водички и даст женщине, которая хочет ребенка, у которой не получается, она обязательно забеременеет. Я, опять же, в поверье и в это все не очень-то верю, как психолог. Когда я была первым ребенком беременной, я работала в салоне красоты, я вообще парикмахер, и там, в общем, я забеременела, уже постарше меня на тот момент, и не могли забеременеть. У кого какие проблемы, в общем, разные были. И в оконцовке пихали стакан воды. Попей, попей, дай нам, попей, дай нам. Честное слово, не поверите, после меня чуть ли там не каждая девочка пошла рожать. И у нас сейчас детки все вот так вот погодки, можно сказать, одинаковые. Это работает наша голова, наша установка и наши мысли. Если чего-то очень-очень хотеть и во что-то поверить, оно обязательно случится. Полезна эта информация, обязательно подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк. Лайков вы мне ставите очень-очень мало, вы меня расстраиваете, и у меня начинает